Глава 586. Паучий кристалл. Очутываюсь перед городским лордом. Мы обнаружили в городе место, которое предположительно было сокровищницей. Солдат, одетый в доспехи города чудес, подбежал перед Чутянем. Сокровищница. Отведи меня посмотреть. Королева пауков провела большую часть своей жизни, расширяясь и сражаясь, поднимаясь на поверхность и спускаясь в мир чистилища. С паучьей королевой, как этот город мог не иметь собственного хранилища, но масштабы сокровищницы паучьей королевы на самом деле ошеломили Чутяня. Хотя он уже догадывался, что паучья королева очень богата, он никогда бы не подумал, что она была такой богатой. Комната сокровищ была разделена на 6 уровней, и каждый из них был наполнен сокровищами. От всех видов металлов до пилюль, трав и божественного оружия это было просто столько, сколько хотелось. Даже крыло смерти был поражен богатством паучьей королевы, как эта женщина получила столько сокровищ. Паучья королева была высшим правителем подземного мира, все ресурсы подземного мира попадали в ее руку. Клан паучьей королевы был могущественным кланом в подземном мире на протяжении 1000 лет, так что если у нее недостаток в сокровищах, Чутянь использовал свое божественное чувство, чтобы охватить все это. Хотя он не смотрел внимательно, он нашел несколько важных ресурсов. Было более 10 бессмертных трав 3-го уровня, а также довольно значительное количество указвёзд и других редких материалов. Паучья королева была действительно богата сокровищами, со многими вещами, которые принадлежали как поверхностному миру, так и миру чистилищу. Чутянь вспомнил, когда у него впервые возникли проблемы с силами паучьей королевы. Это произошло потому, что потомок паучьей королевы хотел шахты Алдмена, даже не отпустив маленький городок гномов. Можно было представить, насколько жадными были эти духовные насекомые. Паучья королева была их верховным правителем, и большая часть украденных ресурсов, в конце концов, будет отправлена в главный город. Конечно. Богатство постоянно менялось. Предметы высокого качества, которые действительно нравились паучьей королеве, хранились в сокровищнице, а товары, оценки которых не соответствовали ее требованиям, отправлялись обратно. Каждый год было довольно много вещей, которые были недостаточно хороши, которые были выброшены из сокровищницы и отправлены, чтобы освободить место для лучших ресурсов. На этот раз мы действительно неплохо выиграли. Чутянь показал взволнованный взгляд. Как ты думаешь, сколько исходных камней стоят вещи, которые здесь находятся? Лорд драконов, обладавший уникальной интуицией в поисках сокровищ, сказал: «Я оцениваю в около 50-60 миллионов исходных камней». 50-60 миллионов исходных камней. Это было просто личное сокровище паучьей королевы. Если бы все богатства города Алексис были бы собраны, насколько это было бы шокирующим числом. Я не буду обижать вас. Чутянь был очень доволен. Каждый участвует в этом, как насчет того, чтобы разделить все на 5 частей. 4 гиганта были ошеломлены. Это было действительно много. Хотя 4 гиганта внесли свой вклад в захват города Алексис, все это в конечном итоге зависело от космических врат Чутяня. Если у них не было бы космических врат города чудес, какое это имело значение, если бы у 4 гигантов были навыки? Вложение города чудес в строительство космических врат было немалым. Поэтому, даже если Чутянь примет дополнительно несколько частей, остальные ничего не скажут. Но теперь Чутянь не заботился об этом и напрямую отдал справедливую долю 4 гигантам. Это было немалое богатство. Все поддерживают Лесной Альянс, так что не нужно быть со мной вежливым. По такому великому случаю для Лесного Альянса мы воспользуемся этим богатством в качестве фонда для развития. Я верю, что Лесной Альянс сможет сделать еще один шаг вперед. Чутянь махнул рукой. Давайте еще немного поищем и посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь особенного. 4 гиганта выразили удовлетворение. Это была причина, по которой им нравилось сотрудничать с Чутянем. У Чутяня был свободный характер, его не заботили успехи или неудачи. Если поровну разделить это сокровище стоимостью не менее 50 миллионов, каждая страна получит более 10 миллионов. Это было просто богатство, но если они вложат деньги в альянс, влияние 4 гигантов значительно возрастет и даже выйдет за пределы леса хаоса, даже самый богатый в лесу Нитхёк был наполнен азартом. А что насчет 3 других? Дикие горы были относительно бедны, поэтому они не могли конкурировать с другими 3 странами в этом альянсе, но этого количества было достаточно, чтобы решить их проблемы. Хотя гиганты не были бедными, они потребляли довольно много ресурсов. В сокровищнице паучьей королевы было много вещей, в которых гиганты нуждались больше всего. Эльфийский король был таким же. Эльфы не были бедными, но для этих старомодных людей большую часть этого богатства нельзя было использовать, поэтому этот доход был очень важен для эльфийского короля. Эй, подождите минутку. Это паучий кристалл. Перед ним появилась коробка, наполненная серыми кристаллами, и Чутянь мгновенно выразил взгляд дикой радости. Он был даже более взволнован, чем при виде бессмертных трав.
Он тут же подбежал и схватил горсть, чтобы осмотреться. Что это за материал? Даже громовая ярость раньше не видел такого кристалла. Это что-то особенное. Лорд драконов посмотрел на них. Это просто серый кристалл, их было больше сотни. Они не выглядели из особо ценных материалов, как бы вы на них ни смотрели. Смотрите. Чутянь держал в руке паучий кристалл и послал в него свою духовную энергию, чтобы активировать его. Тысячи светящихся прядей вышли из паучьего кристалла в его руке и рассыпались, как пряди волос. Ценность паучьего кристалла в том, что это отличный источник энергии для массива. Эти тысячи нитей паучьего шелка контролировались его разумом, и они были подобны иглам в руках портных, которые продолжали переплетаться друг с другом. Они объединились, пока, наконец, не образовали несравнимо гигантский массив. 4 гиганта выглядели потрясенными. Чутянь продолжил: чем выше качество, тем больше емкость. Кристалла в моей руке уже достаточно, чтобы создать матрицу вычислений, а это также означает, что с некоторыми кристаллами Комитет чудотворной торговли может создать еще меньший суперкомпьютер. Если мы соберем кристаллы более высокого качества или объединим вместе более крупные части, мы сможем создать матрицу, скорость обработки которой в 10 или даже в 100 раз выше. Вы понимаете ценность этого предмета. Паучий кристалл можно использовать для создания массивов. Большой массив может быть легко сохранен в паучьем кристалле. В эту эпоху паучий кристалл не имел большой ценности. Причина, по которой паучья королева собрала их, скорее всего, была связана с личными предпочтениями. Скорее всего, потому, что паучий кристалл, казалось, был связан с расой пауков. Этот вид материала сыграл революционную роль в эпоху изначальной энергии. Исследования суперкомпьютеров Комитета чудотворной торговли все еще продолжались. Секта Юнь много работала над оптимизацией и увеличением скорости компьютеров, и, хотя скорость обработки данных становилась все выше, реальных качественных изменений не происходило. Причина в том, что для работы одного компьютера требовалось несколько сотен матриц, поэтому суперкомпьютеры не могли быть сжаты. Но теперь ситуация была другой. С этим новым массивом-носителем этот маленький паучий кристалл мог легко хранить внутри себя сотни массивов. Паучий кристалл сам по себе был относительно легким объектом, поэтому его можно было использовать для создания портативного умного мозга. Если бы у них было большое количество этого материала, Комитет чудотворной торговли создал бы совершенно новый мир, Ланселот сказал. Поскольку в этой сокровищнице столько паучьих кристаллов, значит, в подземном мире должны быть шахты паучьих кристаллов. Если мы сможем найти эти шахты, это будет иметь большое значение для Лесного Альянса. Остальные трое думали так же. Паучий кристалл в сокровищнице Паучьей королевы был очищен, а это означало, что подземный мир уже добывал такую руду. Они не захотели искать сокровища и сразу же допросили заложников. Наконец они нашли местонахождение шахт Паучьего кристалла. Паучьи кристаллы не были редкостью в подземном мире. Только в подземном мире было более 5 различных шахт Паучьего кристалла. Это открытие наполнило Чутяня дикой радостью, неожиданно оказалось такое богатое месторождение ресурсов. Новое поколение энергетической технологии будет разработано с этими паучьими кристаллами. Исследовать шахту нужно было медленно. Чутяню пришлось сначала разобраться с последствиями. О паучьей королеве позаботились, и город Алексис был захвачен, так что мощь королевства Алексис сильно упала. Королевство Алексис имело наибольшее влияние и опору в подземном мире, поэтому этот хаос естественным образом распространился по всему подземному миру. Были разные реакции из подземных городов: гнев, счастье, радость и горе. Паучья королева правила подземным миром около 200 лет, поэтому, естественно, были потомки и верные подданные, которые пытались отомстить. Их встречали только дикие громы титанов или смертельные тени гигантских драконьих крыльев. Хотя было некоторое сопротивление, о нем вообще не стоило упоминать. Вскоре с ними легко разобрались. Духовные насекомые не были людьми, у них не было цивилизации, культуры или скучных вещей вроде чести. Подобно темным расам и демонам мира чистилища, духовные насекомые подземного мира поклонялись экспертам или расам, обладающим высшей силой. Это были расы, которые довольно легко подчинялись власти. После того, как Лесной Альянс пронесся через города, которые не сдавались и продемонстрировали свою мощную боевую мощь, все остальные города отсиживались, как черепахи, и не осмеливались выступить против Лесного Альянса. Город Алексис был разрушен. Могут ли они быть сильнее Королевы Пауков, было странно, как был разрушен город Алексис. Армия Лесного Альянса, казалось, внезапно появилась из-под земли и появилась прямо в центре подземного мира, не привлекая внимания ни единого духовного насекомого. Несомненно, это было очень странно. О Лесном Альянсе ходило все больше и больше слухов. Армия Лесного Альянса могла внезапно появиться в городе Алексис, а это означает, что они могли появиться перед любым подземным городом. Даже могущественная паучья королева рухнула от одного удара. Как они могли противостоять Лесному Альянсу,
как только подземный мир потерял королеву пауков, вся структура власти полностью изменилась. Духовные насекомые городские лорды уже тайно сдавались Лесному альянсу, потому что духовные насекомые знали, что даже несмотря на то, что Лесной альянс победил королевство Алексис, Лесной альянс не мог контролировать подземный мир. Они определенно поддержат некоторые местные власти, так что сейчас самое время использовать эту лазейку. Чутянь воспользовался шансом разделить королевство Алексис на несколько частей. Таким образом, подземный мир по-прежнему будет наполнен хаосом, но они не будут представлять угрозы миру на поверхности. Когда они станут более стабильными в будущем, они будут ограничены городом чудес и комитетом чудотворной торговли, чтобы они не осмелились и не имели возможности восстать. Можно пойти в Арбанк. Позаботившись о подземном мире, он также решил позаботиться о мире Чистилища. Крыло Смерти и Взрывной Коготь уже приказали своим армиям найти проходы в мир Чистилища. В мире Чистилища уже был космический форт Лесного альянса, так что их армии могли находиться там надолго. Они могли защитить свою нынешнюю территорию в мире Чистилища, одновременно покусывая другие территории. В мире Чистилища было меньше людей, чем в подземном мире, и их силы были гораздо более разделены, но в мире Чистилища было больше экспертов, чем в подземном мире. Разобраться с ними было бы немного сложнее, но с такими экспертами, как 4 гиганта, эту небольшую проблему можно было бы легко решить. Глава 587. Мирные переговоры. В подземном мире были Ланселот и Нитхёк. В мире Чистилища были Громовая Ярость и Взрывной Коготь. Чутяню было не о чем беспокоиться, поэтому он сразу же вернулся в Город Чудес. Первое, что он сделал, это поискал молодую мисс и исследователей самого высокого уровня секты Юнь. Мы не только одержали крупную победу в битве с подземным миром, но и неожиданно нашли большой урожай во время путешествия. Город Чудес по-прежнему не мог общаться с подземным миром. Но Чутянь использовал космический склад для отправки писем, так что Мэн Цинву уже знала ситуацию в подземном мире. Эта хорошая новость уже распространилась по всему Лесному альянсу, наполнив Лесной альянс аплодисментами. Эта победа не только устранила самого сильного врага Лесного альянса, Лесной альянс также воспользовался этим шансом войти в подземный мир. Это определенно был хороший шанс, который выпадал раз в 1000 лет. Какой будет неожиданный урожай? Вернуть Чутяня в город было непросто. Старейшина Кларк, Старый Юнь и Старый Гау, материальная проблема, из-за которой у вас были головные боли, теперь решена. Чутянь поместил паучий кристалл на стол для переговоров. С этого дня все важные или сложные продукты Комитета чудотворной торговли будут иметь этот паучий кристалл, заменяющий матричный носитель. Когда все поняли, как использовать паучий кристалл, они пришли в восторг. В течение десятков тысяч лет основными источниками энергии, которые использовали люди, были шкуры животных, каменные пластины или хрустальные пластины. Эти материалы было легко получить, но в них были детали, которые были неудобными, и их можно было использовать только для изготовления обычных средних или маленьких массивов. Крупномасштабные массивы были составлены из бесчисленных маленьких массивов, размещенных вместе, будь то суперкомпьютер или истребители «Черный гром». Эти сложные продукты требовали набора исходных энергетических матриц, работающих вместе. Огромные массивы были вырезаны в среде и помещены в специальный ящик. Не говоря уже о большом пространстве, необходимом для матриц изначальной энергии, с такими сложными вещами, как это, было легче повредить. Если бы она не была должным образом защищена, любой сильный удар по ней мог бы повредить ее. Если даже какой-либо случайный массив был бы поврежден, вся матричная система могла бы стать бесполезной. Без сомнения, это было очень неудобно. Разрабатывались все новые и новые технологии Комитета чудотворной торговли. В будущем было очень важно выбрать более стабильный и удобный массив-носитель. Открытие такого важного материала, как паучий кристалл, было слишком своевременным для них. Старики из секты Юнь в течение полугода исследовали и искали новый материал. Но теперь, когда они узнали, как использовать эти кристаллы, все они были полны волнения. Чутянь объявил о своих планах. Я надеюсь, что умные мозги города чудес могут быть значительно увеличены, особенно главный менеджер 0. Должно быть установлено как минимум 100 кристаллов высокого качества, которые увеличат скорость его обработки в сотни миллионов раз в секунду. Все были ошеломлены. Сотни миллионов процессов в секунду. Они не смогли бы достичь такой скорости, даже если бы сложили все умные мозги в городе чудес вместе. Мэн Цинву была полна радости и волнения. В настоящее время город чудес становится все больше и больше, и каждый день ему требуется обрабатывать все больше и больше данных. Способностей 0 все больше и больше не хватало, поэтому после того, как это внезапное увеличение будет завершено, город чудес станет еще более упорядоченным, хотя это звучало невероятно, но с такой хорошей вещью, как паучий кристалл и тысячами талантов в секте Юнь, ответственных за матрицы изначальной энергии. Создание нового поколения умных мозгов было лишь проблемой времени. Чутянь объявил об очередной серии планов. Короче говоря, из-за появления и использования кристаллов можно было предвидеть будущее развитие города чудес.
Все люди секты Юнь ушли, и в конференц-зале осталась только молодая мисс. Мэн Цинву сказал Чутяню: «Я не думал, что из подземного мира будет такой важный урожай. Ценность этого паучьего кристалла даже больше, чем ценность всего подземного мира». Конечно. Комитет чудотворной торговли приближается к узкому месту с точки зрения развития, причем узкое место связано не с инновациями, а с точки зрения материалов. С появлением этого кристалла ситуация изменилась. Чутянь внезапно подумал о чем-то. Кстати, у нас сейчас осталась только одна проблема — Орлиное царство. Как дела с ним сейчас? Как поживает великая страна Чжоу, старшая сестра Бинву не в опасности? Расслабься, Орлиное царство теперь не представляет никакой угрозы. Что? Почему? Этот вопрос начался с предыдущего плана Мэн Цинву. Тогда Мэн Цинву послала Наньгун Юнь в засаду и разрушила несколько крупных хранилищ Орлиного царства, а также захватила страны, разрушенные Орлиным царством. Когда засада в Орлином царстве удалась, Мэн Цинву распространила эту новость по окрестностям. Под натиском комитета чудотворной торговли повсюду вспыхнули восстания, и в стране царил хаос. 3 орлиных короля захватили треть городов великой страны Чжоу, но они получили приказ отступить, прежде чем они успели хоть что-нибудь сделать. Правитель Орлов немедленно отозвал их, чтобы подавить мятежников в каждом регионе. Сейчас Орлиное царство не могло даже управлять собой. Как они могли иметь дело с 3 королевствами, после того, как известие об убийстве паучьей королевы было отправлено в Орлиное царство, у них даже не возникло бы мысли о борьбе с 3 королевствами. В конце концов, они сгорели под давлением и были вынуждены искать мира. Чутянь рассмеялся. Хороший, очень хороший ход, молодая мисс. Орлиное царство и без того в ужасном состоянии даже без прямого противостояния. Убытки Орлиного царства были созданы ими самими. Мэн Цинву показала слабую улыбку. Если бы они не участвовали в бессмысленных сражениях и не растратили свои внутренние ресурсы, а также безудержно не вторгались в другие страны, они бы не достигли своего нынешнего положения. Чутянь кивнул. Мы пойдем в Арбанг, укрепляя влияние, а также увеличивая военную поддержку другим странам. Мы не можем оставить Орлиному царству никаких шансов. Мэн Цинву сказала: «Расслабься, мой план только начинается. Я уже подготовила следующие шаги, у Орлиного царства не будет шанса все изменить». С молодой мисс, говорящей это. Чутянь был уверен. От Северного Орлиного царства до западных морских рас и даже подземного мира обо всех них позаботился город чудес. Этот план против Лесного альянса полностью провалился, и, пережив взлеты и падения, Лесной альянс радовался возможности прорваться. После свержения Орлиного царства Малое и Среднее королевство можно будет связать вместе, что в будущем приобретет большое влияние. В будущем это станет важным садом и рынком для города чудес. После того, как подземный мир был покорен, Лесной альянс мог напрямую контролировать чистилище и подземные силы. Они могли получить драгоценные ресурсы, которые не могли найти на поверхности из этих 2 мест, особенно сокровища с большим значением, такие как паучий кристалл. Западная морская раса по-прежнему отказывала сотрудничать, но Чутянь считал, что с принцессой Цзиньло в городе чудес это лишь вопрос времени, когда Западное море станет частью Лесного альянса. Влияние города чудес распространилось на многие области. Говоря о населении и влиянии, они уже превзошли любое королевство, и теперь они могут постепенно даже стоять на одном уровне с империей. Хотя комитет чудотворной торговли быстро развивался каждый день, у Чутяня не хватало личных сил, поэтому Чутянь чувствовал, что это хорошее время для совершенствования за закрытыми дверями. Он нашел довольно много бессмертных трав 3-го уровня в сокровищнице паучьей королевы. Чутянь поместил их в свой космический склад в подземном мире, и теперь, когда он был в исследовательской лаборатории города чудес, Чутянь начал улучшать пилюлю с бессмертной травой и несколькими яйцами демонов-муравьев. Самым большим эффектом яиц демона-муравья было увеличение духовной энергии. Чутянь использовал бессмертную траву, которая также увеличивала духовную энергию. После приема очищенной бессмертной травы 3-го уровня Чутянь почувствовал явное увеличение своей духовной энергии. Хотя повышение духовной энергии помогло увеличить его божественное чувство Чутяня уже достигло области видения. Поднять его снова было очень непросто. По крайней мере, бессмертной травы и нескольких яиц демонов-муравьев было недостаточно. Основное применение этой пилюли заключалось в увеличении его духовной энергии. Не так давно, когда Чутянь преобразовал свое тело, мощная энергия, вошедшая в его тело, не была полностью очищена. Используя бессмертную пилюлю для увеличения своего совершенствования, он, естественно, прорвался на 9-й уровень истинного духа, находясь лишь немного от пикового 9-го уровня истинного духа. Когда Чутянь был готов к атаке на пиковый 9-й слой истинного духа, Мэн Цинву неожиданно прислала новости. Правитель Орлиного царства прислал письмо с просьбой о мире.
Он приглашает городского лорда Лесного Альянса приехать в имперский город Орлиного Царства для мирных переговоров. Этот старик наконец-то не мог сидеть на месте. Мэн Цинву сказала Чутяню, нет необходимости ехать на территорию Орлиного Царства для мирных переговоров. Правителю Орлов не хватает искренности, возможно, у него есть другие планы. Другие планы. Чутянь очень надеялся, что у него есть другие планы. Орлиное царство было печально известно своим расширением в течение многих лет, а правитель Орлов был очень амбициозным. Существование этой власти не способствовало развитию региона. Эльфийский король и лорд драконов несут ответственность за последствия подземного мира. Я думаю, что с их силой там уже все должно быть в порядке. Чутянь придумал некоторые планы, сказав, пусть они двое поедут со мной в поездку. Какие бы уловки ни были у Орлиного царства, они ничего не смогут со мной сделать. С защитой эльфийского короля и лорда драконов, естественно, Мэн Цинву будет спокойно. В тот день эльфийский король и повелитель драконов вернулись из подземного мира, и они двое последовали за Чутянем на равнины боевых гончих, которые были самой северной транспортной башней. Затем они направились на север к Орлиному царству от транспортной башни. За это время Орлиное царство было потрясено, они уже потеряли контроль над страной внутри и снаружи. Несколько стран, покоренных Орлиным царством после многих лет с большим трудом, теперь начали восставать при поддержке города чудес. Даже если бы они были разношерстной командой с передовым оборудованием Комитета чудотворной торговли, они могли бы превратиться в армию, которая могла бы создать головную боль. Потеряв контроль над зависимыми странами и родной страной, понесшей тяжелые потери, а также подвергаясь постоянным нападениям, многие семьи в Орлином царстве начали испытывать недовольство правителем Орлов. Они начали сомневаться в правильности того, что делало Орлиное царство на протяжении многих лет. После допроса правителю Орлов, естественно, пришлось действовать. На этот раз он пригласил городского лорда города чудес и верховного главнокомандующего Лесного Альянса Чутяня в имперский город для мирных переговоров, потому что давление заставило его действовать. Чутянь не был настолько глуп, чтобы думать, что другая сторона признает поражение из-за этого. У этого парня был упрямый нрав, как он мог подчиниться человеку? Это было определенно невозможно. Чутянь хотел взглянуть и увидеть, на что он способен. Глава 588. Обсуждение прекращается. Имперский город Орлиного царства находился в высокогорье на севере. Растительности было мало, и большая часть ее составляла трава. Духовные звери Орлиного царства были кочевниками, как и большинство духовных зверей на континенте. Имперский город был наполнен особенностями и стилями кочевой расы. Можно было увидеть всевозможных одомашненных скакунов, и различные скелеты крупных зверей были основным материалом для жилья. Королевский дворец в центре города, известный как Дворец Мамонтов, был сделан из скелетов 180 древних мамонтов. Дворец Мамонтов имел очень серьезный стиль. Несколько тысяч духовных зверей-стражей торжественно выстроились в два ряда, а в небе летали воины орлиного племени. Вдали раздался звук рожка, и барабаны испустили тяжелый звук. Дворец Мамонтов охватило сильное давление. Посланники Лесного Альянса здесь. Одна большая и две маленькие фигуры появились перед Дворцом Мамонтов. Эти трое шли бок о бок, двое из них были плотно прикрыты плащами и выглядели особенно сдержанно. Что касается молодого человека, идущего посередине, он был одет в белоснежную мантию. Его кожа могла сравниться с кожей женщины, а фигура имела твердые формы, которые должны быть у мужчины. У него была гладкая кожа, как у нефрита, и он выглядел очень красивым. Чутянь вошел в Дворец Мамонтов вот так. Его окружало несколько сотен стражей клана Божественного Орла, и каждый из них находился в царстве истинного духа. В центре зала стоял высокий трон, и там сидел старый член племени Божественного Орла в темно-красной королевской мантии. Этот человек должен был быть правителем орлов. Чутянь с улыбкой выступил вперед. Городской лорд города чудес Чутянь приветствует Ваше Величество правителя Орла. Чутянь из города чудес. Поистине потрясающий стиль. Я давно слышал о вашей славе. Правитель Орлов посмотрел на Чутяня и обнаружил, что Чутянь был только на 9 уровне истинного духа. После того, как в его глазах появился слабый след презрения, он посмотрел на двоих позади Чутяня и обнаружил, что не может видеть сквозь их силу. Его брови невольно нахмурились, когда он спросил: «Эти двое?» Сопровождающие меня эксперты из Лесного Альянса. Значит, это были эксперты из Лесного Альянса. В глазах правителя Орла был след страха, но он этого не показал. Он поднял руку и сказал: «Вы трое пришли издалека, пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо, правитель Орлов». Чутянь вел себя очень нормально, совсем не так, как у высшей стороны в дискуссии. Сложив руки в знак благодарности правителю Орлов, он подошел к заранее подготовленным местам у края зала.
Король эльфов и повелитель драконов сидели справа и слева от него. Правитель Орлов попросил меня обсудить мир, и я согласен с этим. Мир — краеугольный камень процветания, поэтому мы должны стремиться к миру, чтобы уменьшить войны. Чутянь сначала произнес несколько вежливых слов. Как правитель Орлов планирует продолжить этот мирный договор? Выражение лица правителя Орлов нисколько не изменилось, когда он мягко сказал: «Не торопитесь, мы оба вовлеченные стороны, поэтому мы не можем гарантировать справедливость и надежность, если мы достигнем мирного договора». Поэтому этот король пригласил нотариуса. Глаза Чутяня слегка сузились. Похоже, в этой уловке участвовал нынешний нотариус. В это время медленно вошел человек в пепельно-серой кольчуге и в пепельно-сером плаще на шее. Его волосы уже были седыми, и у него была небольшая борода. Его левая рука лежала на сокровищнице на поясе. Его внешний вид был вполне нормальным, и он был похож на генерала средних лет. Эксперт примерно на 7-м уровне области небес. Сказал ему ухо эльфийский король Ланселот. Естественно, эльфийский король использовал секретную технику, поэтому только Чутянь мог слышать его голос. Чутянь слегка кивнул и ничего не показал. Для такой страны, как Орлиное царство, маловероятно, что в ней может появиться такой уровень экспертов. Сам правитель Орлов находился только на 4-м уровне небесной области. Не говоря уже о том, что это был человек, как он мог быть из страны духовных зверей, правитель Орлов представил. Это великий генерал Большой Сухой империи Цзин Уиен, которому Большая Сухая империя присвоила титул военного короля. Он появился сегодня, чтобы действовать как справедливый участник при заключении нашего мирного договора. Великий генерал Большой Сухой империи. Это было поистине совпадение. Чутянь только что оскорбил мудреца их страны в городе Западного моря, и теперь там был великий генерал. Не слишком ли это большое совпадение? Конечно, возможно, это вовсе не совпадение. Цзин Уиен посмотрел на Чутяня. Чутянь почувствовал, что его ударила волна, и он смотрел на гору. Этот парень пытался показать свою силу этому отцу. Чутянь сузил глаза и не двинулся с места, но его божественное чувство, которое могло заткнуть небо, было высвобождено, окружив Цзин Уина. Цзин Уен слегка задрожал, но ничего странного не показал, только выражение его лица было немного некрасивым. Правитель Орлов закрыл глаза на этот вид разговора. Хорошо, поскольку здесь обе стороны и справедливый свидетель, мы можем начать переговоры. Чутянь кивнул. Начнем. Царство Орлиного захоронения было спровоцировано паучьей королевой Алексис, и поэтому мы напали на ваш альянс. Поскольку Алексис теперь мертва, этот король думает, что с этим вопросом можно покончить. Я чувствую то же самое. Армия Орлиного погребального королевства нанесла ущерб 3 королевствам. Военный король Цзин Уиен внезапно прервал его. Как справедливый сторонний свидетель, он предложил правителю Орлов: Орлиное царство должно компенсировать все убытки. Правитель Орлов сказал без всякого выражения: «Хорошо». Чутянь сказал с улыбкой: «Ваше Величество слишком вежливо, этому лорду наплевать на эту небольшую компенсацию». Лесной альянс устроил засаду в нескольких стратегических точках Орлиного царства, и они потеряли более половины своих запасов еды. Вы также взбудоражили зависимые страны Орлиного царства и дали им все виды нового оружия. Все это нанесло тяжелый урон Орлиному царству. Хотя с самого начала это была ошибка Орлиного царства, Лесной альянс перешел черту. Чутянь улыбнулся, услышав слова Цзин Уина. Как, по мнению военного короля, мы должны решить эту проблему? Лесной альянс немедленно прекратит все действия в отношении Орлиного царства и предоставит компенсацию. Чутянь кивнул. Мы можем остановиться, но что касается компенсации? Город чудес — ключевой город Лесного альянса, обладающий огромным количеством технологий, о которых внешний мир не знает. Эти технологии вредны для мира на континенте, поэтому, чтобы предотвратить будущие войны и показать искренность Лесного альянса, вы должны публично поделиться этими технологиями и вернуть равновесие на континент. Чутянь нисколько не рассердился на эту абсурдную просьбу. Технология Комитета чудотворной торговли — это сердце нашей армии. Должны ли мы отдать ее только на основе одного слова военного короля? Город чудес не может проявить искренность в желании мира, не уничтожив его. Цзин Уен мягко сказал: Большая Сухая империя не будет терпеть бесконечную угрозу в регионе. Если вы будете действовать сознательно, Большая Сухая империя может только объединиться с Орлиным царством и начать карательную экспедицию против города чудес, не давая этой злой технологии нанести вред континенту. Чутянь начал смеяться, как будто услышал самую смешную шутку в мире. Правитель Орлов нахмурил брови. Почему городской лорд смеется? У вас и правда совсем нет никакого творчества. Какого трюка я ждал? Империя хочет мне угрожать? Вы слишком свысока смотрите на этого отца. Чутянь встал.
Хорошо, раз уж я испытал искренность правителя Орлов, нет необходимости упоминать об этом бессмысленном соглашении. На этом мы можем закончить обсуждение. Я очень занят, у меня нет времени спорить с вами. Хотите уйти? Раз ты здесь, сможешь ли ты уйти целым? В зале возникло 10 пространственных флуктуаций, на самом деле внезапно появилось 10 экспертов по врожденной пространственной энергии. Каждый из них выпускал мощную пространственную духовную энергию и мгновенно создавал хаос в пространстве вокруг. Я знаю, что у вас есть транспортный свиток, который может мгновенно телепортировать. Цзин Уин холодно сказал: «Итак, я специально позвал 10 врожденных пространственных экспертов из Большой Сухой Империи. В нарушенном пространстве никакие пространственные навыки не могут быть использованы, если только у кого-то нет культивирования пространственной энергии в Царстве Небесной области. Очень жаль, что у вас таких нет». Чутянь потер подбородок. «Хотя здесь нет творчества, ты приложили немало усилий, чтобы разобраться со мной». «Расслабься», — Цзин Уен холодно улыбнулся. «Теперь ты сокровище, я не причиню вреда твоей жизни. В лучшем случае я покалечу тебя, потому что Большая Сухая Империя все еще требует твоих знаний». Чутянь протянул руки. «Если у тебя действительно есть такая возможность, попробуй». Цзин Уен вытащил свой меч из пояса, и у всех возникло ощущение, что это не обнаженный меч, а скорее гора или река. Несравненно большая ци меча появилась и мгновенно пронеслась через весь дворец мамонтов. Она прошла через 10 крепких костей мамонта и, наконец, взлетела в небо. Такая сильная ци меча. Чутянь стоял неподвижно, глядя на Цзин Уен с холодной улыбкой. «Жалко, что этого недостаточно, чтобы причинить мне боль». Слегка прищуренные глаза Цзин Уина внезапно широко расширились. Когда ци меча пронеслась мимо него, человек рядом с Чутянем внезапно протянул длинный скипетр, чтобы заблокировать его. Это правильно. Этим случайным движением ци меча отскочила в другом направлении. Цзин Уен недоверчиво посмотрел на него. Даже в Большой Сухой Империи только такой непревзойденный эксперт, как Большой Сухой Император, мог случайно блокировать ци его меча. Может быть, он встретил эксперта, который мог сравниться с Большим Сухим Императором. Нитхек, правитель Орлов твой. Эльфийский король Ланселот сделал шаг вперед. «Оставь мне этого военного короля». Нитхек был немного недоволен. Это совсем не сложно. Чутянь сказал со стороны: «Вы оба, можете ли вы сделать это немного быстрее? В конце концов, это лагерь врага, и я думаю, что мы будем окружены десятками тысяч воздушно-десантных войск менее чем за 5 минут». Правитель Орлов и Цзин Уен были ошеломлены. Чутянь полностью игнорировал их. Цзин Уен сердито взревел и спрыгнул со своего места, ударив Ланселота мечем. Ланселот вообще не двинулся с места, когда его длинный скипетр засветился зеленым светом, мгновенно образовав большую сеть. Ци меча Цзин Уина, которая могла разрушить сильнейшую защиту, упала на эту сеть и фактически была поглощена. Сеть начала увеличиваться от втягивания ци меча Цзин Уина, и появилось бесчисленное множество ветвей, распространяющихся по залу, захватив тех стражей Божественного Орла, которые хотели сделать ход. Эльфийский король небрежно перевернул руку, и появилось зеленое свечение, отправившее Цзин Уина в полет. Эльфийский король уже был в Небесной области, и скипетр в его руке мог умножать силу эльфийского короля. Этот Цзин Уен вообще не мог быть ему противником. С другой стороны, крыло смерти напрямую атаковало правителя Орлов. Чутянь не расслаблялся, когда его руки внезапно соединились. Духовный источник девятиглазого демонического бога появился над его головой, и глаза Чутяня стали фиолетовыми, что символизировало силу души. В руках девятиглазого демонического бога появился гигантский фиолетовый серп, покрытый рунами. Жатва душ. Чутянь двигался очень быстро, проходя через пространственных экспертов. Пурпурный серп прошел сквозь каждого человека, но не причинил им никаких повреждений. По крайней мере, это не причинило вреда их телу и разуму. Глава 589. Союз королевств. Эти 10 экспертов не были слабыми и обладали пространственной энергией. Чутянь не смог бы легко позаботиться о них, как обычно. Однако они использовали свою силу, чтобы разрушить пространство, и не оставили себе сил для побега, поэтому они не могли бежать, даже если знали, что они в опасности. Эти люди никогда бы не подумали, что перед одним из лучших экспертов Большой Сухой Империи, военным королем, Чутянь сможет атаковать их. Атака Чутяня была очень внезапной. Атака души отличалась от духовной, энергетической или физической. Пурпурный серп жатвы душ конденсировался без единого энергетического колебания, и когда серп атаковал, внутри него совсем не было энергии. Защитная духовная энергия культиватора вообще не могла остановить атаку души. Серп Чутяня быстро прошел через тело 10 экспертов по пространственной энергии. Не было ни одной части их тел, которые были бы ранены,
но их души уже были поглощены исходным духом Чутяня через серп. Эксперты по пространственной энергии были очень редкими, и если бы Чутянь забрал их души, это определенно увеличило бы его пространственные способности. Все погибли. Насколько драгоценны были эксперты с врожденной пространственной энергией, Большая Сухая Империя с ее тысячелетней историей смогла найти немало людей с врожденной пространственной энергией, но поднять их до такого высокого уровня было нелегко. Они были драгоценными талантами Империи, и теперь их уничтожили прямо перед военным королем. Как он мог быть в хорошем настроении? Ублюдок. Цзин Уен сразу же раскрыл ужасающее намерение убить. Меч в его руке издал глухой звук, прежде чем внезапно исчезнуть. Массив мечей без тени. Меч исчез, весь зал был покрыт ци мечей, точно так же, как он был наполнен тысячами бесформенных мечей, которые быстро перемещались по залу. Ужасающая ци меча создала гигантский массив мечей в запечатанном пространстве, и все, что внутри этого множества мечей, было добычей Цзин Уина. Чутянь, без сомнения, не был ключевой добычей. Твой противник и я грубо отвлекать свое внимание таким образом. Эльфийский король Ланселот нежно и элегантно улыбнулся. В тот момент, когда Цзин Уен выпустил массив мечей, его скипетр также был вставлен в землю. Он вонзился в твердый пол, и во все стороны разлился обильный зеленый свет. Куда бы он ни пошел, земля начинала трескаться, и бесчисленные зеленые растения начали буйно прорастать из земли. Древесный мир. Эльфийский король использовал секретную технику, которую могли использовать только короли эльфийской расы. 10 метров, 100 метров, 1000 метров, 10 тысяч метров растения покрывали все большую и большую площадь, как будто они хотели перевернуться через массив мечей Цзин Уина. Если бы кто-нибудь увидел имперский город Орлиного царства сверху, он был бы шокирован, обнаружив, что престижный дворец мамонтов вот-вот взорвется. Конечно, причиной этого взрыва было не пламя или ударные волны, на самом деле это были тысячи гигантских деревьев, а также бесчисленные кусты и сорняки. На это ушло меньше 10 секунд, но пространство вокруг Ланселота уже превратилось в естественный лес. Этот лес был не просто лесом. Каждое дерево, каждая виноградная лоза и каждая травинка были наполнены силой. Все они были частью гигантского массива, и когда этот массив был активирован, они дико атаковали цель, отмеченную Ланселотом. Армия Орлиного царства быстро пришла на помощь, но снаружи они были заблокированы деревом и совсем не могли войти. Это была сила Ланселота, использующего лесной скипетр, но было видно, что сам Ланселот был очень могущественным. У него была врожденная энергия времени, которая появлялась раз в 1000 лет, и он мог прекрасно использовать силу священного оружия, такого как лесной скипетр. Из всех эльфийских королей только Ланселот мог это сделать. Нынешний титул эксперта номер 1 в лесу хаоса принадлежал Ланселоту. Цзин Уен встретил дикие атаки бесчисленных лос и солдат гигантских деревьев. Даже с его силой ему было трудно избежать атак Ланселота. Ланселот легко справился с военным королем Большой Сухой Империи, как будто он прогуливался по своему саду, говоря повелителю драконов неподалеку: «Нитхёк, ты еще не закончил». Повелитель драконов был очень силен. Даже Алексис с более высоким уровнем развития была побеждена им. Сила правителя Орлов не могла быть даже сопоставима с силой Алексис. Лорд драконов был потрясен атакой Ланселота. Он никогда не думал, что эльфийский король будет настолько силен, поэтому был немного ошеломлен. Правитель Орлов уже понял, что совершил ошибку. Он думал, что причин для волнения не было, если бы он пригласил военного короля Большой Сухой Империи. Этот парень недооценил силу Лесного Альянса. Военный король, выкладывающийся изо всех сил, был примерно на том же уровне, что и Алексис. Будет ли этого уровня достаточно, чтобы подавить экспертов Лесного Альянса? Правитель Орлов знал, что ситуация была плохой для него, поэтому он приготовился использовать технику побега, чтобы убежать. Если он позволит этому парню сбежать, не будет ли потеряно лицо лорда драконов? Домин крыла смерти. Лорд драконов выпустил слой пламени черного дракона, который, как оковы, разлетелся во все стороны. Правитель Орлов был покрыт кроваво-красным сиянием и собирался сбежать, когда он внезапно был окружен слоем пламени дракона смерти, жалко выплевывая рот крови, когда он был вынужден остановиться. От драконьего пламени. Сгущенное пламя дракона смерти начало рассеиваться и, как прочный клей, прилипло к правителю Орлов. Правитель Орлов мгновенно издал жалобный крик. «Нет! Нет! Вы не можете убить этого короля! В Орлином царстве миллионы солдат, и если этот король умрет, вы можете забыть о мире». Действовать жестко перед смертью, пламя дракона окружило его и превратило в пыль, развеянную ветром. Осталась только голова, потому что только голова правителя Орлов еще могла пригодиться. Цзин Уен изумленно посмотрел на них. Он проложил путь через мир деревьев и мгновенно спрыгнул с земли. Он взлетел в воздух и, как стрела, беззвучно исчез. «Хочешь сбежать?»
Лорд драконов взмахнул крыльями, чтобы преследовать. Забудьте об этом, ваше превосходительство крыло смерти. Чутянь остановил погоню лорда драконов. Тебе легко убить его, но наш лесной альянс еще не достиг той стадии, когда нам нужно было сражаться с большой сухой империей. Лорд драконов кивнул и забрал свою силу. Этот гигантский дракон, который мог беспрепятственно перемещаться по лесу хаоса, не имел никакого темперамента перед Чутянем. Если бы жители города драконов увидели это, их рты отвисли бы от шока. Не только крыло смерти, даже взрывной коготь, ярость грома и король эльфов теперь очень уважали Чутяня. Не то чтобы они чувствовали себя ниже, чем Чутянь, но они уже видели будущее Чутяня. Чутянь определенно стал бы одним из ключевых персонажей континента, поэтому, если бы 4 из них помогли Чутяню сейчас, разве им не хватало бы преимуществ в будущем? Ланселот искал мнение Чутяня. Что нам делать дальше? Правитель Орлов должен был умереть. Это был результат, который Чутянь решил перед отъездом, так что это не было импровизированным решением, принятым во дворце мамонтов. Это произошло потому, что правитель Орлов был слишком печально известен, поэтому было бы трудно объединить регион, и комитет чудотворной торговли не смог бы достичь своей цели, если бы они не убили его. В Орлином царстве не может не быть короля, поэтому нам нужно поднять нового правителя. Ланселот согласился с идеей Чутяня. В стране духовных зверей слишком много солдат, а большая армия Орлиного царства — очень нестабильный фактор. Кто может сесть на царский престол? Чутянь был эффективным человеком. Он привел их двоих в штаб армии Кровавого Орла. 3 из них вошли в главный шатер короля Кровавых Орлов и поймали короля Кровавых Орлов. Чутянь не стал терять слов и прямо дал королю Кровавых Орлов 2 пути на выбор. Первым было унаследовать положение правителя Орлов, подчиняясь каждому запросу Лесного альянса. Хотя он потеряет определенную свободу и право на расширение, Орлиное царство сможет стать богатым и процветающим благодаря технологиям Комитета чудотворной торговли. Второй вариант — смерть. Было еще несколько других королей Орлов, и Чутянь навещал их одного за другим. Он убьет их, если они не подчинятся, и найдет следующего кандидата. Он не верил, что не может найти никого, кто хотел бы быть послушным. Этот выбор был несложным. У Орлиного царства не было никакой надежды на правление. Король Кровавых Орлов с самого начала не поддерживал амбиции правителя Орлов, и это было причиной, по которой он не был с правителем Орлов. Теперь, когда правитель Орлов был мертв, путь расширения Орлиного царства провалился. Так зачем ему сопротивляться? Отказ от сопротивления тоже имел свои преимущества. В будущем город чудес построит торговые центры, информационные системы, системы связи и даже транспортные башни в Орлином царстве. Территория, ресурсы и население Орлиного царства были неплохими, так что у них все еще был шанс на жизнь. Король Кровавых Орлов был напрямую отправлен в храм шаманов в Диких горах, и шаманский епископ с помощью колдовства поместил насекомое ГУ в короля Кровавых Орлов. Это было сделано для того, чтобы подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам. Чутянь отправил короля Кровавых Орлов обратно в Орлиное царство. Обладая авторитетом и славой короля Кровавых Орлов, он, наконец, покорил хаос Орлиного царства и плавно сел на трон в качестве нового короля. После того, как кризис королевств закончился, Чутянь вернулся в город чудес. Мэн Цинву указала на гигантскую карту и сказал: «После того, как Орлиное царство сдалось, у нас больше нет никаких преград в северном регионе. Мы можем быстро восстановить правительство 14 стран, разрушенных Орлиным царством. Я верю, что всего через полгода на севере будет несколько маленьких королевств. Эти маленькие страны были воссозданы при поддержке города чудес, поэтому даже их армия и королевские семьи будут основаны заново городом чудес». Фэн Кайди только что вернулась из путешествия по разным странам, поэтому она была той, кто лучше всех знала положение в этих странах. После того, как эти страны снова будут основаны, короли этих стран будут уважать город чудес, а граждане будут наполнены благодарностью. Наш план будет реализован без каких-либо препятствий. Отлично. Мэн Ин хлопнула по столу. После того, как мы соберем все эти страны вместе, после того, как мы закончим строительство системы связи и складских перевозок, а также построим транспортные башни, у нас будет гигантский рынок с населением более 10 миллиардов человек. Даже если не 10 миллиардов человек, сложив их вместе, осталось бы по крайней мере 8 миллиардов. У Лесного альянса было много экспертов, и недавно созданный альянс королевств решит все недостатки. Больше людей означало более крупный рынок, и Комитет чудотворной торговли могла соединить ресурсы каждого места, позволяя региону стать процветающим за короткий период времени. Город чудес не занимал ни одного места. Такой метод может также создать очень твердое правило. Кстати, о транспортных башнях у нас сейчас не хватает материалов. Мы не можем охватить даже весь лес хаоса, не говоря уже о северных странах. Взгляд Чутяня упал на Вивиан и Цзиньло, сидящих в стороне. Как продвигается программа исследования космического пространства? Старший брат может быть уверен, что задание,
которые ты даешь, Вивиан, будут выполнены. Ракета почти готова. Вивиан услышала это, и она была очень взволнована, героически вскочила, чтобы сказать: «На этот раз мы определенно сможем достичь неба и собрать звезды для города чудес». Глава 590. План космического пространства. До того, как Цзинь-Ло приехала в город чудес, она никогда не думала, что будет участвовать в таком безумном плане. Когда Мэн Цинву нашла ее и Вивиан и дала им эту обязанность, Цзинь-Ло просто почувствовала, что она была во сне. Можете ли вы на самом деле создать летательный аппарат, который мог бы отправиться в космическое пространство для сбора звезд? Нет. Цзинь-Ло чувствовала, что у нее не было бы такого богатого воображения, даже если бы это был сон. Когда Вивиан получила это задание, она не возражала и не считала его невероятным. Скорее, она приняла его, исполненная дикой радостью. В течение следующих 20 дней или около того две красавицы, бывшие принцессами, начали свою безумную работу. Сначала Вивиан нашла помощь своего лучшего друга, который также руководил отделом производства и ресурсов Комитета чудотворной торговли Мэн Ин. С помощью Мэн Ин все прошло гораздо проще. Они взяли несколько сотен опытных исследователей из секты Юнь и более 1000 квалифицированных ремесленников из гигантского горного хребта, чтобы приступить к этой задаче, которую большинство людей на континенте сочли бы невыполнимой. По информации Чутиня, если они хотели открыть космическую шахту, им нужно было достичь высоты не менее 50 тысяч километров. Наибольшая высота дирижабля Комитета чудотворной торговли составляла около 50 тысяч метров, потому что, когда они пролетали 100 тысяч метров, появлялся слой астрального ветра. Эти астральные ветры были достаточно сильными, чтобы мгновенно разорвать железо. Сопротивление, создаваемое в области плотного астрального ветра, также было очень большим, это было похоже на попытку пройти сквозь слои железа. Это было не только испытанием для летательного аппарата на прочность, но и требовалось много энергии. Не было бы достаточной силы, если бы не было достаточной энергии, и они не могли бы пройти через слой астрального ветра, если бы у них не было достаточно силы, поэтому думать о выходе в космическое пространство было просто дурацкой мечтой. Между 50 тысячами метров и 50 тысячами километров разница была в 1000 раз. Комитет чудотворной торговли нуждался в летательном аппарате, который мог бы достичь 50 тысяч километров, если бы они хотели открыть космическую шахту, но это казалось маловероятным. Самой продвинутой летающей машиной города чудес в настоящее время были истребители Черного грома, а крупномасштабные летательные аппараты все еще разрабатывались. Защита Черного грома была достаточно прочной, только источник энергии был слишком слаб, он не мог проникнуть сквозь астральные ветры. Следовательно, необходимые изменения. Чутянь дал Вивиан решение, которое заключалось в том, чтобы отделить силовой двигатель от самого истребителя. Поскольку истребитель не мог вместить столько топлива, они бы сразу сделали ракету, которая могла быть заправлена топливом. Они использовали бы ракету, чтобы достичь космического пространства, а затем сразу избавились бы от нее, поскольку в космическом пространстве не было сопротивления. Для Комитета чудотворной торговли это было несложным делом. Это произошло потому, что Комитет чудотворной торговли уже начал изучать ракеты. Ракеты были не более чем простой ракетой, которая была в несколько сотен раз больше и никому не могла причинить вреда, поэтому ракета была сконструирована как боевая ракета. После дневной и ночной работы тысяч мастеров и ученых, добавляющих руны, первая ракета была завершена. Вот и настал день запуска. Мэн Цинву считала, что запуск ракеты в космическое пространство был очень престижным делом и что это был великий подвиг для человечества, а также большое дело для Лесного альянса. Поэтому она нашла несколько десятков репортеров, которые записали этот вопрос с разных сторон и передали Лесному альянсу и Союзу королевств. Разминка в течение нескольких дней закончилась. Настал день запуска. Весь Лесной альянс, включая Союз королевств, по меньшей мере несколько миллиардов человек были сосредоточены на этом вопросе. Будь то радиоканалы или телеканалы, количество зрителей побили рекорды. Город чудес хотел подняться в небо. Может ли что-то подобное не вызвать переполох или шок? Возможно, только Лесной альянс мог сделать это на всем континенте. Мэн Цинву специально поручила Фэн Кайди быть телеведущей, объясняя план города чудес насчет космоса. Она также использовала этот шанс, чтобы расширить влияние города чудес и Комитета чудотворной торговли через лес и королевство. Не говоря уже о том, что если бы Комитет чудотворной торговли действительно взлетел в небо, даже если бы это была всего лишь шутка, это было бы предметом обсуждения на всем континенте. В будущем продажи Комитета чудотворной торговли могут вырасти более чем в 10 раз. Вивиан и Цзинь-Ло были в восторге. Это произошло потому, что они вдвоем руководили постройкой ракеты, и им выпала честь сидеть в ракете, имея шанс стать первыми людьми, отправившимися в открытый космос. Если бы это действительно удалось, они бы оставили свой след в учебниках истории. Был ли этот шанс чем-то, что могли представить себе обычные люди? Самым приятно удивленным, естественно, была Цзинь-Ло. Она никогда не думала, что у нее будет такой шанс.
На самом деле Цзинь Ло ничего не понимала и не очень помогла в это время. Она с изумлением смотрела со стороны. Было действительно странно, как ее выбрали для участия и как ей удалось взлететь в небо. Лесной альянс развернул большую пропагандистскую кампанию. На это обращали внимание не только миллиарды людей в лесу и королевствах, но даже город Западного моря. Когда она подумала о миллионах своих соотечественников-русалок, ее кровь закипела. Если бы она действительно могла взлететь в небо на ракете Города чудес, она бы определенно стала героем, когда вернется в город Западного моря. Русалки жили в море в течение нескольких поколений, и никогда не было никого, кто побывал бы в открытом космосе. Цзинь Ло определенно была первой. Заместитель городского лорда Вивиан выходит. Уа, принцесса Вивиан сегодня слишком красива. На месте пуска ракеты жители Города чудес уже окружали его. В конце концов, как могли жители Города чудес не знать об этом, если это было таким большим делом? Это было большое событие, которым мог гордиться каждый в городе, поэтому несколько сотен тысяч жителей полностью окружили территорию. Когда они увидели, как вышла их героиня Вивиан, море людей мгновенно разразилось аплодисментами. Кто эта златовласая красавица? Я никогда ее раньше не видел. Ты тупой. Разве в новостях об этом не писали? Вивиан и Цзинь Ло, две прекрасные принцессы, вместе отправляются в небо. Поскольку она находится рядом с принцессой Вивиан, эта благородная красавица должна быть принцессой-русалкой Цзинь Ло. Мне просто странно, что русалки могут ходить на ногах. Кто вам сказал, что русалкам нужно ползать хвостами? Жители Города чудес продолжали разговаривать между собой. На этот раз в центре внимания были две принцессы. Не было необходимости упоминать Вивиан. Она была одной из вице-лордов Города чудес и принцессой Вечного леса, обладая одновременно властью и прирожденным благородством. По сравнению с мифическим Чутянем и высокопоставленной Мэн Цинву, хотя Вивиан была вице-лордом города, она стала популярной фигурой среди горожан, всегда появляясь на местных мероприятиях. Если бы Чутянь был душой и духом Города чудес, Мэн Цинву была сердцем и мозгом, Вивиан была бы публичным имиджем Города чудес. Ее популярность в Городе чудес была очень высока. Цзинь Ло была новым лицом, она не занимала никаких позиций и никогда раньше не появлялась на экране. Однако благодаря идеальному росту и благородной ауре принцессы-русалки она мгновенно покорила сердце бесчисленного количества людей. Две величественные красавицы из знати, они определенно подходили для того, чтобы быть лицом Города чудес. Вивиан и Цзинь Ло серьезно отнеслись к этой задаче, облачившись в великолепные наряды. Где они выглядели так, будто им грозит неизвестная опасность, они выглядели так, как будто их готовили к красной ковровой дорожке. Конечно. Чутянь не стал бы подвергать их опасности, поэтому он приготовил транспортные свитки. Если запуск не удастся или возникнут какие-то другие осложнения, они обе смогут, по крайней мере, телепортироваться обратно. Фэн Кайди держала микрофон, когда она появилась перед ними двумя. Вы собираетесь отправиться в космическое путешествие, и его смотрят как минимум несколько миллиардов человек. Что вы хотите сказать всем? Когда она это сказала? Фэн Кайди передала микрофон Цзинь Ло. Ах. Цзинь Ло никогда не думала, что это будет так. Несколько репортеров направили на нее свои камеры. Когда она думала, что каждое ее слово и выражение будет транслироваться в реальном времени во все уголки леса и страны людей и духовных зверей, ей казалось, что она сидит на иголках. Я. Вивиан увидела, что Цзинь Ло не может говорить, и сразу же взяла микрофон, гордо выпячивая полную грудь. Ее можно было считать человеком, повидавшим мир, поэтому она не боялась сцены. Она прямо сказала: во-первых, я хочу поблагодарить моего самого уважаемого, почитаемого и любимого старшего брата Чутяня. Именно он сделал все возможное и создал комитет чудотворной торговли. Затем я хочу поблагодарить умную и способную старшую сестру Мэн Цинву за предоставленную мне возможность, а также моего лучшего друга Мэн Ин за помощь в создании этой ракеты. Если бы не ты, сегодня не было бы такой чести для меня и старшей сестры Цзинь Ло. Комитет чудотворной торговли — отличная компания, и Лесной альянс тоже великолепен. Вивиан продолжала действовать несколько минут, преувеличенно рассказывая о Комитете чудотворной торговли и Лесном альянсе. Она также упомянула торговый центр чудес, эльфийский банк и другие вещи, давая рекламу, не меняя выражения. На это обратили внимание несколько миллиардов человек, и в будущем это распространится еще больше. Рекламный эффект здесь был очень сильным. Когда эльфийские лорды городов и эльфы услышали, что Вивиан упомянула эльфийский банк, а также важные эльфийские компании, все они с радостью похвалили Ланселота за такую хорошую дочь. Эти слова казались совершенно случайными, но они внесли немалый вклад в развитие эльфийской расы. Фэн Кайди почувствовала, что Вивиан говорила слишком долго, поэтому она небрежно посмотрела на Вивиан. Вивиан сразу заметила это. Это все, что я хочу сказать, спасибо. Речь лорда Вивиан слишком хороша.
Толпа начала аплодировать. Фен Кайди взяла микрофон и сказала: «Теперь пора запускать, давайте вместе станем свидетелями этого исторического момента». Вивиан привела Цзинь Ло в кабину, которая была примерно такого же размера, как кабина истребителя Черного Грома. На самом деле самолет был просто специальной версией истребителя Черного Грома, особой разницы между ними не было. Дверь кабины была закрыта. Умный мозг проверил ракету и не обнаружил никаких проблем. Ракета стартует через 10 секунд, давайте считать вместе со мной. Фэн Кайди тоже была немного взволнована, глядя на стартовую площадку в долине. 10, 9, 8. 3, 2, 1. Ракета была более 50 метров в высоту, полностью черная и покрыта рунами. На ней также крупными словами было написано «Комитет чудотворной торговли». Когда обратный отсчет закончился, снизу ракеты раздался большой гул. Вылетела большая струя голубого пламени, и ракета быстро взлетела в небо от большого двигателя. Мгновенно. За пределами долины весь лес и города в королевствах взорвались возгласами приветствия.